Привет, друзья! Меня зовут Александра Менская. Мы на Кипре в офисе Alive Film Productions. И это первый Alive влог. Я хочу сказать огромное спасибо за ваши просмотры и комментарии. Такой фидбэк дает нам понять, что то, что мы делаем на этом канале, вам интересно, и поэтому мы продолжаем. Сегодня мы делаем видео в новом формате, записываем его здесь, в офисе Alive, потому что я очень хочу показать вам, как мы работаем. Рассказать о том, как создаются проекты, как работает наша команда, что происходит на съемочной площадке, как творится вся эта магия, когда вначале нет ничего, потом появляется идея, потом работает большая команда, и идея воплощается в готовом ролике. И сегодня я раскрою вам один наш необычный кейс. Расскажу о том, как мы провели первую удаленную съемку на Кипре. Это музыкальное видео мы снимали для Ховига, нашего друга, известного певца, который представлял Кипр на Евровидении в 2017 году. Ссылки на Ховика и его клипы я оставлю в описании к влогу, как это говорится. Этой весной Ховик прислал мне свою новую песню и сказал, что хочет снять клип. Это было в момент первого локдауна. Конечно, в то время многие съемки были остановлены, а сразу после локдауна нам ввели ограничения, что на съемочной площадке должно быть не больше 10 человек. Поэтому нашей задачей было, первое, максимально сократить съемочную группу, и оставить только тех, кто должен присутствовать на площадке физически, а всех остальных переместить в онлайн. Второе, создать такую систему работы, чтобы наш режиссер Стас, который не смог приехать на Кипр из-за ограничений, был в максимальном контакте с артистом и всей командой. Спасибо, нашим местным ребятам, которые очень классную платформу наладили, что я мог и плейбэк себе посмотреть дубли, и смотреть трансляцию на большом экране. Ну, то есть мне было супер удобно, хотя я очень люблю выездные полевые съемки, это такое всегда маленькое приключение. Благо, как говорится, 21 век, и ты просто с черной коробочкой в руках можешь в любое время, в любом месте посмотреть все, что тебе нужно. Поэтому, класс, и опять-таки я говорю, что когда слаженно работает команда, безболезненно как-то. Подготовка к съемке, препродакшн проходила по Zoom в чатах. Мы обсуждали концепцию, визуал, локацию, план съемки. Мы уделили этому очень много внимания, потому что все понимали, что если связь на съемочной площадке нас подведет, то роль режиссера должна подхватить первый ассистент режиссера Леа. When it came to the live streaming and connecting with the director who was abroad, we had done a lot of pre-production prior. I knew what he wanted to get. With the shot list, I had created it so that, we could play with it a little bit. And, I thought about potential issues that could happen. So we were already prepared. And I think also what helps is that I'm not just the first AD, but I do direct. So when, if there was no contact for those few minutes or few seconds, I could handle it on my own, basically. I'll give you an action. I might come very close to you. Yeah, there we go. Okay. This one? Or this one? That one, yeah. Как это работает?
Сигнал с камеры поступает на мини-ПТС, а оттуда уходит на специальную онлайн-платформу, софт, который разработан специально для подобных целей. В интерфейсе программы режиссер может видеть абсолютно все, что видит камера. Может слышать звук, все отснятые дубли автоматически сохраняются, и режиссер или продюсер могут удаленно их отсмотреть, проверить и дать свои комментарии. Словом, все как обычно, но на расстоянии 1000 километров. Кроме того, чтобы поддерживать оперативную связь с режиссером, мы сделали чат в мессенджере, где созванивались, перекидывались видео и уточняли какие-то творческие моменты. А режиссер мог давать нам обратную связь. Best shot ever in music video clip of the whole planet. The director was actually there. He might not be there in person, but you could feel him there because he had voice there. He had his ears were there. So he was with us all the time, and you felt that. And there were 2-3 times, actually, if I remember well, that I actually spoke to the director through WhatsApp, or I don't remember what it was. But nowadays there is so much technology, which, of course, nothing can beat the human touch and the human nature and having the person there and working with him. But I believe the remote production didn't affect the outcome of the video clip, and that's what's the most important thing. EW extreme wide centered shot, 50 frames per second. All right. Look at me. А теперь по-честному, максимально открыто. Я расскажу вам про все плюсы и минусы удаленной съемки, с которыми столкнулись мы. Итак, сначала о минусах. Первое – время. Время съемочного дня, конечно, стоит очень дорого. И, конечно, когда вы планируете такую съемку, вы должны все очень четко продумать, в принципе, как и всегда. All we're gonna see is your hand. Which hand? Which hand? Whatever hand, it doesn't matter, it's a fantasy. Времени нужно чуть больше для того, чтобы получить обратную связь от режиссера, чтобы свернуть всю систему трансляции на одной локации и переехать на другую и так далее. Но справедливости ради скажу, что интернет нас не подвел, и задержка сигнала была минимальной. 5-10 кадров это примерно до секунды. Так что режиссер и артист этого даже не заметили, и на процесс это никак не повлияло. The production team, you guys are so professional, so I didn't have any idea. We had an assistant director as well on set, which helped a lot. I didn't feel that this is a remote shooting. I don't believe it affected the quality or the final product in any way. Второе. Личный контакт. Точнее то, что его действительно не очень хватает. Конечно, та энергетика, которая царит на площадке, онлайн передается не в полной мере. А в случае, когда ты делаешь именно музыкальное видео, это все-таки очень-очень важный момент. Ты спорт-директор. Okay. Хотя, может быть, это было некомфортно для нас только от того, что было не очень привычно, из-за того, что мы привыкли работать по-другому. А возможно, передавать энергию и эмоции онлайн – это наша новая реальность, и скоро мы перестанем чувствовать этот дискомфорт, общаясь и работая удаленно. Как вы думаете? Напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Make it and not very like the mannequin, you know, like the ones that stand in the shops. Не бойтесь его испачкать. А теперь к плюсам удаленной съемки. Во-первых, это экономия. Очевидно, что такая система может помочь реально сэкономить бюджет. Это касается транспортных расходов съемочной команды и расходов на их проживание. Второй плюс – это, конечно, сама возможность снимать. Если какой-то ключевой член команды не может прилететь из-за ограничений, если границы закрыты, а для съемок нужна какая-то определенная локация, или если есть ограничения по количеству людей на площадке, то частично команду можно перенести в онлайн.
круто, что появляются новые технологии, это реально очень интересно. И я же говорю, что даже если бы год назад ты мне тогда сказала, что мы будем сидеть на локдауне, и ты будешь через интернет режиссировать съемку, но я, в принципе, сложно бы себе это представить. Насколько мы проявляем сейчас в нынешних условиях свою гибкость, свою способность приспособиться, и это показывает нашу способность выживать. Конечно, все новое пугает, поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашей кипрской команде. Для всех это был новый опыт, и никто не сомневался в том, что все получится. Вы, ребята, настоящие профи, всем огромный привет! Bye-bye. Итак, итог. Удаленно снимать можно, проверено. Есть свои нюансы, но они решаемые. Я прекрасно понимала, что когда делаешь что-то впервые, ошибок не избежать, и мы были к этому готовы. В первую очередь мы опирались на сильный препродакшн, подготовку к съемкам. Скажу честно, мы решили сделать эту съемку таким образом, чтобы показать нашим иностранным клиентам, которые хотели бы снимать на Кипре, но не смогли из-за пандемии сюда прилететь, что возможности все-таки есть. Что новые условия не повод останавливаться, и решение задачи найдется, главное не бояться пробовать новое. Как у нас получилось, решать вам. Пишите нам, как вам такой формат видео, интересно ли вам узнать больше о том, как мы работаем. Как вы думаете, съемки с помощью онлайн-трансляции будут развиваться или это временная история? Оставляйте ваш комментарий, подписывайтесь на канал, потому что мы уже готовим для вас новое видео. Увидимся через пару недель. Пока!